И снова здравствуйте, дорогие зрители! Я вновь приветствую вас на своем канале DF Lessons, который посвящен обучению программированию на языке C#. Как вы помните, на прошлом занятии мы с вами рассмотрели все члены типа, кроме событий. Именно поэтому наше сегодняшнее занятие будет посвящено этой теме. Однако, надо сразу сказать, дело в том, что события построены на таком механизме языка C#, как делегаты. Поэтому сначала мы с вами изучим, что такое делегат и как он функционирует, а потом разберем, как на его основе строятся события. Для начала давайте познакомимся с таким понятием, как сигнатура метода. Дадим определение. Сигнатурой метода называется тип и порядок его выходных и входных параметров. Взгляните, пожалуйста, на все методы, которыми располагает класс Student. Пока не обращайте внимания на реализацию этих методов, она нам не важна. Нам важно объявление методов. В приведенных методах одинаковую сигнатуру имеют классы move и grow, потому что у них одинаковый тип возвращаемого параметра string и одинаковый тип входного параметра int. В отличие от них, методы setInfo и setSchool имеют разные сигнатуры, потому что хотя у них одинаковый выходной параметр void и одинаковые типы входных параметров, но порядок входных параметров отличаются. У setInfo сначала string, потом int, у setSchool наоборот. Поэтому в классе Student можно сказать, одинаковую сигнатуру имеют только два метода move и grow. Говоря другими словами, сигнатуру метода можно представить как шаблон, в котором перечисляются типы всех параметров. Вот вы видите на экране несколько примеров сигнатур. Как я уже говорил ранее, в сигнатуре не имеет значения ни имя метода, ни имя параметров. Имеет значение только тип и порядок следования параметров. Теперь давайте разберемся, что же такое делегат. Во-первых, делегат, как и все в C#, является типом данных. Во-вторых, делегат – это тип данных по ссылке, то есть класс. А чуть позже я вам это продемонстрирую через MSIL. И в-третьих, делегат – это такой тип данных, который может хранить ссылку на метод, сигнатура которого совпадает с сигнатурой, объявленной в самом делегате. Обратите внимание, в нашем делегате по имени countDelegat объявлена сигнатура следующего метода, тип возвращаемого значения int, тип параметра, единственного параметра string. При этом название метода и название параметра не имеет никакого значения. Этой сигнатуре в классе stringHelper отвечают два метода getCount и getCountSymbol_a. Методы getCountSymbol под эту сигнатуру не подходит, потому что у него в качестве входных параметров два параметра string и char. Давайте убедимся в том, что делегат на самом деле является обыкновенным типом по ссылке. Давайте запустим дизассемблер и откроем нашу сборку. В ней выберем countDelegat. Вот, как вы видите, в объявлении данного типа фигурирует ключевое слово класс. Это означает, что наш тип данных countDelegat является классом. Так как countDelegat является классом, мы вправе объявить любую переменную такого типа. Вот, пожалуйста, в приведенном на экране примере мы объявляем делегаты d1 и d2 типа countDelegat, а значением этих переменных являются ссылки на методы, которые соответствуют сигнатуре, которую мы объявили в делегате. Как вы видите, методы getCount и getCountSymbol_a имеют такую же сигнатуру, поэтому мы имеем право присвоить на них ссылку переменным. А вот метод getCountSymbol имеет отличную сигнатуру, и поэтому компилятор выдает ошибку. Теперь разберемся, как же использовать наши переменные. Для начала объявим метод testDelegat, который будет принимать первым параметром ссылку на тестируемый метод, а вторым параметром тестируемую строку. После чего объявим тестируемую строку lamp. И далее осуществим два вызова. В первом вызове мы вызываем метод testDelegat и передаем на него ссылку на метод getCount. Во втором вызове мы вызываем testDelegat, передавая на него ссылку на метод getSymbol_a. Что происходит же в нашем методе testDelegat? Там компилятор получает через переменную метод ссылку на сам метод и вызывает его по его сигнатуре. То есть один входной параметр типа string
и возвращаемое значение типа int. Давайте запустим наш пример и посмотрим, что получится. Получится именно то, что мы ожидали. Общее количество символов 4, количество символов А1. Обычно на этом этапе у слушателя возникает вопрос, а зачем вообще нужны эти делегаты, как и где их можно использовать? Приведу простой пример. Объявим в классе Student метод move, который будет перемещать нашего студента. На вход подадим количество километров. Внутри организуем цикл. Внутри цикла будем выдавать сообщение о количестве пройденных километров. Вот как это все выглядит в действии. Казалось бы, все хорошо и все работает. Однако давайте подумаем. Предположим, наш класс Student располагается где-нибудь на веб-сервере. В таком случае мы бы хотели иметь возможность обращаться к нему и получать это сообщение не на консоль, а также через интернет. Или мы делаем не консольное приложение, а какое-нибудь Windows приложение с графическим интерфейсом. Тогда мы бы хотели получать это сообщение в какое-нибудь красивое графическое окно. Общий смысл такой. Нам необходимо организовать метод move таким образом, чтобы получать от него сообщение независимо от способа вывода этого сообщения в интерфейс. Именно это мы сейчас и проделаем при помощи делегатов. Сначала объявим сам делегат. Нам требуется метод, который будет принимать один параметр, строковый, наше сообщение, и что-то с ним делать, ничего не возвращая. Таким образом, сигнатура нашего делегата. Возвращаемый тип void, принимаемый параметр, тип принимаемого параметра string. Далее передадим в наш метод move переменную данного делегата, то есть, другими словами, ссылку на метод с совпадающей сигнатурой. А теперь заменим вывод на консоль нашего сообщения, трансляция этого сообщения в наш метод. Что мы таким образом получили? Теперь вместо вывода на консоль метод move транслирует свои сообщения в какой-то другой метод. Он даже сам не знает какой. Ссылку на этот метод ему передал управляющий код извне. И мы таким образом полностью абстрагировались от способа вывода нашей информации в интерфейс пользователя. Как же теперь воспользоваться этим методом? Вот каким был вызов нашего метода до того, в прошлом примере. Теперь сделаем следующее. Во-первых, мы объявили метод show, который как раз подходит под сигнатуру нашего делегата. Значит, мы должны присвоить на него ссылку. Сделаем это. Отлично, мы присвоили ссылку на наш метод переменной. И теперь передадим эту переменную вторым параметром в наш метод move. Все, запускаем, смотрим. Получилось ровно то же самое. Но теперь обратите внимание, вот в методе show вы можете заменить способ вывода информации абсолютно любым другим способом. Через веб-интерфейс, через Windows приложение и так далее. Вот для чего нужны делегаты, для выстраивания более высоких уровней абстракции. Теперь поговорим немного о таком явлении, как обобщенный делегат. Вот смотрите, у нас есть делегат, который ссылается на метод с сигнатурой voidString. Вполне может быть такое, что в каком-то другом месте кода у нас возникнет такая же точная ситуация, и нам потребуется еще один делегат, который ссылается на другой метод voidString, потом третий, потом четвертый и так далее. В теории мы можем создать сколь угодно много делегатов, сигнатура которых будет одна и та же. Отличаться они между собой будут только названием и именем входных параметров. Возникает закономерный вопрос, а зачем нам такая куча одинаковых делегатов? Разработчики Microsoft подумали точно так же и создали механизм обобщенных делегатов. Рассмотрим два типа таких делегатов. Во-первых, это Delegate Action. В угловых скобках перечисляются типы входных параметров. Такой делегат может ссылаться на любой метод без выходного параметра.
и типы входных параметров которого равны t1, t2 и tn и так далее. Под буквой t1, t2 скрывается конкретный тип. Вот пример. Action string – это делегат, который сводится к тому, который мы писали в предыдущем примере. Он ссылается на метод без выходного параметра с одним входным параметром string. Action int bool ссылается на метод без выходного параметра и с двумя входными параметрами типами int и bool. Это первый наиболее популярный обобщенный делегат. Второй делегат – это func t1, t2, t,tout. В отличие от предыдущего делегата, он ссылается на метод с выходным параметром. Тип выходного параметра определяется последним элементом последовательности. То естьtout – это последний тип в угловых скобках. Именно он определяет тот тип, который будет у выходного параметра нашего метода. Вот пример. Func string string ссылается на метод, у которого выходной параметр типа string и один входной параметр типа string. Func int string bool ссылается на метод, у которого выходной параметр bool и два входных параметра int и string. Попробуем заменить наш делегат обобщенным делегатом. Это совсем недолго. Вот мы объявили его здесь. И вот мы поменяли его тип здесь. Все, наше приложение также скомпилировалось, и, как видите, оно работает. В чем плюс обобщенных делегатов? Нам уже не требуется объявление дополнительного делегата. Код становится короче. Но, естественно, не бывает плюсов без минусов. В чем минус? Смотрите, предположим, мы захотим использовать наш делегат. Мы потеряли имя нашего параметра. Он теперь обозначается просто obj. На функционал название параметра не оказывает никакого влияния. Компилятору совершенно все равно, как называется наш параметр, obj или как-то еще message. Однако на читаемость кода это оказывает существенное влияние. Для сравнения возьмем наш прежний пример. Вот смотрите, здесь, когда мы пытаемся вызвать метод с каким-либо параметром, нам выдается подсказка про имя параметра. Мы уже обращаемся не к безымянному параметру, а к конкретному параметру message. Конечно, это намного информативнее, чем просто obj. Теперь давайте посмотрим, как наш делегат будет постепенно трансформироваться в событие. Вот смотрите, у нашего метода move вторым параметром принимается ссылка на другой метод. Это не всегда удобно. Допустим, мы хотим вызвать метод move и не получать от него никаких сообщений. Тогда второй параметр будет нам лишней обузой. Мы хотим сделать опционально подписку на эти сообщения. Хотим подписываемся, хотим не подписываемся. Мы могли бы сделать следующим образом. Создать свойство moving. Здесь вызывать это свойство, а здесь убрать этот параметр. Тогда вызов нашего метода будет выглядеть следующим образом. После создания экземпляра класса мы свойству moving присваиваем ссылку на наш метод и потом вызываем метод move. Вот, пожалуйста, все то же самое. Но у нас уже появляется дополнительная опция. Хотим подписываемся на получение сообщений, хотим не подписываемся. Вот, допустим, мы не хотим подписываться. Сейчас запуск нашего приложения вызовет ошибку. Почему это произошло? Потому что мы не присвоили методу move ничего. Видите, в нем находится null. Естественно, что вызов null приводит к ошибке. Мы должны сделать вызов нашего свойства опциональным. Для этого возьмем и добавим перед его вызовом дополнительные условия. Таким образом, теперь мы будем вызывать наше свойство только в том случае, если оно реально ссылается на какой-то метод. Что получилось? Случай номер один. Мы не подписываемся на свойство. Мы не получаем никаких сообщений, просто вызываем метод move. Случай номер два. Мы подписываемся на сообщение. Мы получаем сообщение от метода move. Здесь нам остался только один шаг для понимания того, что же такое событие. Заменим наше свойство вот на такую конструкцию. Это и есть событие. Public – это модификатор доступа. Event – это ключевое слово, обозначающее, что мы используем событие. Event Handler – это наш делегат, то есть ссылка на наш метод, который будет обрабатывать наше событие. Почему называется Event Handler, я объясню позже. И, наконец, Event Name – это, собственно говоря, наше событие. Приведенная форма является событием без параметров, то есть, когда мы вызываем такое событие, мы не можем передать в него никаких параметров. Вторая форма события вот такая.
объявляет событие с параметром. Ее отличие в том, что у нас появляется тип в угловых скобках EventArgs. Это тот класс, в котором мы будем описывать передаваемые нами параметры. Теперь, воспользовавшись этими формами, давайте заменим наши свойства на события. Итак, заменяем свойства. Здесь все приводим в соответствие в форме события. Вот таким вот образом вызывается наше событие. Оно почти совпадает со свойством, которое мы объявили ранее. Отличие в том, что, во-первых, мы передаем дополнительный параметр this, который указывает на текущий экземпляр класса, и вместо прямой передачи строки мы передаем ее через вспомогательный класс MovingEventArgs. Мы его рассмотрим чуть позже. А вот как использовать наше событие. Мы создаем класс Student, далее мы подписываемся на событие через следующую форму. Вот наше событие Moving, оно помечено такой молнией. Дальше мы нажимаем плюс равно, и среда Visual Studio сама предлагает нам создать некий метод, который будет отвечать делегату, который у нас объявлен в событии. Давайте рассмотрим подробнее. Ну, вот это вот можно сразу удалить, это неиспользуемая часть. Итак, в событии нашим делегатом является вот такая конструкция EventHandler и в угловых скобках MovingEventArgs. MovingEventArgs это класс, который я создал до этого, который описывает передачу необходимых нам в событии параметров. Любой класс, который мы используем внутри EventHandler, должен быть унаследован от базового класса EventArgs. Вопрос наследования мы рассмотрим чуть позже. Пока просто запомните форму объявления вот этого вспомогательного класса, который будет содержать наши параметры. Далее, в конструкторе класса мы описываем все передаваемые параметры. На каждый передаваемый параметр мы создаем свойство. Желательно, чтобы accessor get этого свойства имел публичный модификатор, а accessor set приватный. Для того, чтобы мы могли назначать эти свойства только внутри нашего вспомогательного класса. Как происходит передача параметров? В конструктор мы передаем параметры при вызове события, а в классе обработчики, точнее в методе обработчики, мы получаем эти параметры через соответствующие свойства. Вот, пожалуйста, в классе Student мы передали не первым параметром нашего класса вспомогательного MovingEventArgs нашу строку. Давайте для ясности будем называть класс, который генерирует события, классом-издателем. В нашем случае наш класс Student будет являться классом-издателем. А классы, которые подписываются на события класса-издателя, будем называть классами-подписчиками. Итак, в нашем классе подписчики мы определили метод, который будет обрабатывать события при его возникновении. Параметры события мы получаем через переменную e, через аргумент e, который является типом MovingEventArgs. Вот, пожалуйста, вот наше сообщение. Таким образом, мы можем свести наш код к тому, что мы рассматривали с самого начала. Давайте запустим его и убедимся в том, что наш код работает именно так, как мы и планировали. Мы рассмотрели сейчас стандартную форму события со стандартным делегатом. Стандартная форма события такова. Первым параметром делегата всегда является тип Object, который ссылается на класс издатель, в нашем случае класс Student. Вторым параметром является переменная типа, унаследованного от EventArgs, в которую мы передаем все необходимые нам параметры. Возможно, такая форма покажется вам чересчур усложненной, но она является общепринятой. Можно использовать и обобщенную форму делегата. Вот таким вот образом. Если мы не хотим передавать ссылку на класс издатель, не хотим создавать дополнительный класс MovingEventArgs, а просто хотим создать событие, то мы имеем право заменить наш делегат на обобщенный делегат, который мы рассматривали до этого, то есть ActionString. Он не требует лишних усилий, и он принимает только нашу строку, как и в том случае, который мы рассматривали до этого. Конечно же, нам тогда нужно будет модифицировать и метод приемщик. Видите, сейчас компилятор ругается на то, что сигнатура метода не соответствует объявленной в событии. Ну, чтобы она соответствовала, нам нужно будет просто заменить ее на параметр string и передать его на консоль. Вот. Опять убеждаемся в том, что у нас все компилируется и все работает как надо.
Опять же, такая форма является более простой, безусловно, но она же и является менее читаемой. Когда мы вот здесь вот пытаемся передать параметр в событие, вместо имени параметра мы опять получаем obj. Если параметр один и событие нам известно, то это еще не так страшно. Однако в случае, когда событие принимает множество параметров, они будут называться obj1, obj2, obj3 и так далее. То есть очень сильно страдает читаемость. Поэтому я вам рекомендую всегда использовать полную версию события. Еще и потому, что, возможно, другим разработчикам понадобится ссылка на класс издатель, а в сокращенной форме события мы ее лишены. На этом мы и закончим рассматривать события. Как я и говорил, рассмотрение только одного члена типа события заняло больше времени, чем рассмотрение всех остальных членов типа. Это связано с тем, что события основаны на довольно-таки сложном механизме языка C-Sharp, таком как делегаты. Надеюсь, после этого занятия я смог донести до вас смысл использования событий и делегатов. Если у вас остались какие-то вопросы, предложения, замечания, пожалуйста, пишите их в комментариях, я на все отвечу и все учту. Спасибо.